Привет! Сегодня я расскажу о способах заснуть, о которых вы, возможно, еще не слышали. С их помощью вы сможете отдохнуть и будете спать как младенцы. Хотя младенцы обычно не спят, а плачут всю ночь, выражение прижилось. Это должно помочь. Первый. Вам следует понизить температуру в помещении. Я считаю этот прием очень эффективным. Если вы засыпаете при температуре окружающей среды в 20 градусов, то вам обеспечен более долгий и глубокий сон, чем если бы вы спали в теплом помещении. Очень простой способ, но он помогает. Второй. Акупрессура. Для этого можно использовать массажер вроде этого или просто руки. Я рекомендую надавливать на участки тела, которые наиболее напряжены. Задумайтесь, что мешает вашему организму заснуть? Что-то в теле никак не отключится, и некоторые части тела напряжены. Чаще всего это спина, или живот, или даже грудной отдел. Есть несколько техник акупрессуры и растяжки, которые можно выполнить, чтобы снять стресс, и тогда отключиться на ночь будет проще. Первая точка в середине спины. Воспользуйтесь скатанным полотенцем или массажным валиком. Сядьте на стул и полностью откиньтесь назад. Именно там нервное окончание симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию на стресс. Показанный прием поможет быстро расслабить всю верхнюю часть тела и особенно грудной отдел. Попробуйте, а потом сразу ложитесь. Увидите, это поможет уснуть. Следующая техника направлена на акупрессурные точки в области живота. Ссылка на подробное описание будет под видео, но если вкратце, то так можно снять стресс с органов пищеварения путем надавливания на точки, связанные с теми или иными органами. Ведь застой или перегрузка в органе могут вызвать напряжение в этой области. Если выполнять эти техники акупрессуры каждый вечер перед сном, то, уверяю вас, вы будете спать намного лучше. Третий прием. Непосредственно перед сном возьмите лист бумаги, вспомните все свои насущные проблемы, все, что вызывает сомнения и нерешительность, и выпишите это. Выбросьте их из головы, чтобы не решать их ночью. Это очень помогает. Я делаю так постоянно. А утром у меня готов список того, с чем нужно разобраться. Дальше, четвертый прием. Выключайте свет. Так много людей пытаются уснуть при ярком свете. За час до сна притушите свет. Не нужно подвергать глаза воздействию яркого света, лучше мягкого, рассеянного. Ведь темнота стимулирует выработку мелатонина, а тот активирует серотонин, помогающий спать. Так что выключайте свет примерно за час до сна. Пятый прием. Ешьте сельдерей. Очень просто и очень эффективно. Если вы практикуете интервальное голодание, сельдерей почти не выведет вас из кетоза. Сельдерей — это в основном клетчатка с маленьким процентом углеводов. Я бы не переживал, но если вас это волнует, то ешьте сельдерей сразу после последнего приема пищи. По опыту скажу, что если съесть сельдерей вечером, он реально поможет вам уснуть. Ведь в нем есть вещество, понижающее кровяное давление и расслабляющее нервную систему. Попробуйте и сами решите, подходит ли это вам. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.